Всем привет! У меня сегодня для вас новая сумочка, сумка-таблетка. Хочу сказать, что раньше сумки-таблетки я никогда не шила. В этом видео вы увидите, как рождалась эта сумочка и с какими сложностями мне пришлось столкнуться. Для основы я нашла такие штанишки, это не джинсы, но цвет у них чудесный бирюзовый цвет, мне очень нравится. И задумка у меня, чтобы основу было видно. Мне надо нарисовать окружность. Я буду это делать с помощью циркуля. Если у вас нет циркуля, можете использовать тарелки, кастрюли, крышки, любые предметы, которые вот круглые. Перед тем, как делать на этой основе джинсель, то есть я буду нашивать полосочки, я хочу выкроить все остальные детали для этой сумочки, включая детали подкладки. Чтобы мне понимать вообще, какого размера кроить детали и что мне кроить, первым делом мне нужно знать длину окружности. Можно посчитать ее по формуле, но я это делать не буду. Я согнула одну деталь пополам. И вот таким довольно примитивным образом от сгиба до сгиба померяю. У меня получается 37 сантиметров. Это половина длины окружности. Я у себя в закромах нашла вот такую молнию бирюзового цвета. Как нельзя лучше она здесь подойдет по цвету. Вход в сумочку я буду делать вот отсюда до сюда примерно. То есть, ну вот 37 у меня получилось. Я возьму 30 сантиметров от начала до конца молнии. Я себе сделала чертеж. Половина длины окружности у меня 37 сантиметров. Это то, что мы намерили. А окружность 74 получается. Вот эти 30 сантиметров это вход в сумочку от начала до конца. Нижняя деталь получается 44 сантиметра. С учетом припусков на швы, эта нижняя деталь у меня будет 45,5 сантиметров на 8,5. С учетом припусков на швы. То есть в готовом виде ширина сумочки у меня получится 7 сантиметров. Ну, мне не нужен какой-то барабан там, то есть 7 сантиметров меня вполне устроит. Это у меня будет одна деталь. Мне нужно будет выкроить две обтачки. Это вот детали вот здесь, которые с двух сторон молнии пойдут. Они у меня будут длиной 31,5 сантиметров, то есть вот эти 30 с припусками на швы, и шириной 4,5 сантиметра. Как я пришла к этой цифре? Ширина вот этой всей конструкции молнии с обтачками у меня должна быть 7 сантиметров. Ну, так же, как и нижняя деталь. Вот эти 7 сантиметров я делю на 2. И добавляю 2 припуска на швы с двух сторон. У меня получается 5 сантиметров. Но если я их выкрою 5 сантиметров, тогда у меня либо будет закрыта молния, либо у меня останется с двух сторон, ну, сколько-то там миллиметров лишние. То есть я хочу сделать молнию открытую. Вот у меня здесь 1 сантиметр, то есть у меня обтачка пойдет от сюда и до сюда, от сюда и до сюда. То есть этот 1 сантиметр, вот из этих 5 я вычту. Ну, естественно, сантиметр я разложу на 2, поделю на 2, у меня будет 0,5. То есть вот я к этим 4,5 сантиметрам таким образом пришла. Мне нужно будет 2 шлевки. Их я буду делать детали, размеры деталей 5 на 7, 2 прямоугольничка, 2 детали в готовом виде. У меня они получатся 3,5 сантиметра шириной. 3,5 сантиметра, потому что у меня полукольца и регулятор 3,5 сантиметра вот здесь внутри. Вот детали вот эти вот я буду делать из джинсовой ткани. И еще раз, вот эти детали я все выкрою из подкладочной ткани. Обтачки и боковинку, вот это, да, нижняя, которая проходит по сумочке, я буду кроить по долевой.
Все детали за исключением ремешка я выкроила. Здесь внутри сумочки я хотела сделать карманчик на молнии прорезной, ну, как я люблю. К сожалению, у меня, ну, совсем вот маленький кусочек остался. И, как вы понимаете, карманы вот эти, их тоже надо куда-то пристраивать. Ну, я вот так вот сделаю, то есть пришью, просто открытый карман у меня будет. Эти детали я продублирую флизелином, укреплю. Где я буду делать припуски, где не буду делать припуски, это я рассказывать не буду, я просто покажу, как они выглядят в готовом виде. Детали у меня остыли уже. 2 круга я дублировала без припуска на швы, потому что у меня по этому срезу будет вот так вот эта деталь пойдет сюда. Вот этот вот низ сумочки, да. Она у меня продублирована полностью, за исключением, ну вот здесь вот с каждого края я оставила припуски, потому что здесь будут шлевки. Если я еще и это продублирую, ну будет ну совсем толсто. Здесь то же самое, то есть у меня вот так вот пойдет здесь вместе. Потом у меня пойдет подкладка с этой стороны, подкладка с этой стороны. И толщина тоже такая уже, ну, достаточно приличная получается. Если бы я продублировала и еще припуски, ну, было бы совсем толсто. Моя машинка, конечно, эту толщину возьмет, но я подумала, ну, зачем? Лишний раз нагружать машинку, мне это не нужно. Обтачки для молнии я с одной стороны сделала полностью с припусками на швы, потому что вот так вот оно у меня будет. Вот таким образом. А здесь, где у меня будет втачиваться молния, я эти припуски вот так загну. Здесь у меня пойдет молния, здесь у меня пойдет еще обтачка. То есть, ну, тоже здесь вот, чтобы не создавать лишнюю толщину, я вот здесь вот эти припуски не дублировала. О технике джинсель я сейчас рассказывать не буду. Кто хочет, может посмотреть видео на моем канале. Есть подробный мастер-класс, как я это делаю. В данной сумочке я буду делать полосочки по спирали. Вот что у меня получилось. В процессе распушки я вот так вот загибала, да, мои полосочки, чтобы у меня было видно основу. Своей цели я добилась, но когда я сидела, распушала, фантазия моя полетела, ну, как у всех рукодельниц, да, и я подумала, что мне было бы неплохо привнести какую-то новизну, ну, так сказать, добавить вишенку сверху. Я решила, что сумочку я буду декорировать. Если я буду декорировать обе детали, обе стороны сумочки, то, ну, сумочка у меня будет вообще золотой, да, по трудозатратам. Если я сделаю только переднюю часть сумочки задекорирую, ну, как мне кажется, будет какой-то незавершенный вид. Поэтому я решила, что я эту заготовку использую для пошива другой сумочки, а заднюю стенку для этой я сделаю просто из джинсовой ткани, из той же, из которой я краила обтачки для молний и нижнюю часть вот сумочки вот эту, да. Деталь эту я уже продублировала флизелином. Есть у меня плотненький граммаж 150 грамм на метр квадратный у него. Потому что у меня эта джинсовая ткань, она несколько тоньше, чем вот эта бирюзовая. Мне хотелось бы, чтобы у меня, ну, детали были примерно одинаковой толщины. Перед тем, как приступить к сборке сумочки, кстати, вот на подкладке я уже кармашек сделала, мне нужно определить, где у меня будет долевая нить, потому что детали я буду вот располагать четко вот таким образом, чтобы долевая у них проходила. На этой детали я уже насечки сделала, ну тут ничего сложного, тут вот видно, да, как проходит нить. Я ее вот так вот согнула, сделала насечки с двух сторон. На этой детали несколько сложнее, потому что у меня здесь уже приклеен флизелин. Ну, я вижу, где у меня долевая, вот мне понятно, да. Советую сразу же после того, как вы выкроили деталь, сделать насечки. Потому что, ну, не у всех
большой опыт, да, может быть, кто-то не увидит там, ну, бывают разные ткани, то есть вот так я советую сразу же сделать. Сейчас я пойду к швейной машинке и покажу, как собирать эту сумочку. Шлевки я выполнила, но, как видите, все очень прочно, никуда это полукольцо не денется, ничего тут не разогнется, не выгнется. Вот. Отложу их пока, сейчас я буду делать молнию. Молнию я кладу собачкой, да, вот с этой штучкой наверх. Здесь вот таким образом я прикладываю верхнюю обтачку из джинсовой ткани и нижнюю обтачку из из подкладочной ткани. То есть у меня вот так вот получится две лицевые друг к другу и между ними молния. Здесь, ну, естественно, что надо совместить начало, да. Здесь я наколю булавочками. Вот таким образом. Все три края у меня должны быть вот здесь совмещены ровненько. Вот так. И здесь я проложу строчку. Вот что у меня получилось. Сейчас я так вот все заутюжу аккуратненько. И сверху от края 3 миллиметра, 2-3 отступая, проложу еще раз строчку. Вот что у меня получилось. Сейчас с другой стороны молнии я сделаю то же самое. Повторю все те же самые действия. Единственное, мне важно здесь, чтобы у меня вот здесь все было по одной линии. То есть обтачки начинались ровненько. Не так, не так. А вот здесь важно, да, совместить эту линию. Вот молния моя готова. Как видите, ничего сложного здесь нет. Все просто. Все получается ровненько и аккуратненько. Ну, кто не уверен, наметывайте. Вот нижняя нить у меня желтенькая, естественно, под цвет подкладки. Следующий мой шаг, я буду стачивать и две детали. Вот эту и вот эту, да, низ сумочки. Вот так вот у меня пойдет. Здесь я буду втачивать шлевку для ремешка. Но перед тем, как это делать, я приведу в порядок молнию, доведу ее до ума. Я вот здесь обрежу, поставлю здесь металлическую заглушку и здесь две заглушки, чтобы собачка у меня не слетала. Шлевки я уже притачала. Сейчас я буду соединять вот эту деталь с этой. Но соединять я буду сразу же уже с подкладкой. Вот с этой деталью из подкладочной ткани. Мне нужно будет лицом к лицу вот здесь вот. Соединяю срезы и подкладку. Вот таким образом я прикладываю. Соединю здесь булавочками и проложу здесь строчку. Вот это место получается самым толстым вообще вот во всей сумочке. Здесь у меня два слоя подкладки, молния, обтачка с подгибом, шлевка, сама эта деталь. То есть тут очень толсто. Не знаю, как тут у меня получится, но попробую. Посмотрим, что тут получилось. Вот я на 2 раза прошла. У меня машинка очень тяжело. И тут толщину брала, но тут вот миллиметров 7. То есть, ну, все равно получилось ровненько и аккуратненько. Здесь бы, конечно, строчку еще проложить, но я этого делать не буду, потому что я боюсь, что у меня будут пропуски, будет рваться нитка. Я машинку свою насиловать не буду. В принципе, и так довольно такой достойный вид. То же самое я сделаю с обратной стороны. То есть я вот точно таким же образом. Собачку я отодвину, чтобы она мне не мешала. Здесь я прихватила 2 конца, чтобы они у меня не разъезжались. То же самое, вот так же. То есть я соединю
И также точно здесь проложу строчку. Здесь тоже я сделала туда-сюда. Так. Все, вот эту ниточку желтенькую я сейчас выдерну. Все вот так вот приутюжу аккуратненько, чтобы у меня подкладка вот по отношению к этой, к верхней части сумочки туда-сюда не ходила. Я вот здесь вот просто с краев крупным стежком прихватила. То есть у меня ничего тут никуда не сместится. Вот все ровненько. Чтобы у меня не было перекоса вот этой детали, как я уже говорила, мне надо будет совместить вот эти насечки, да, с центром верхней детали и нижней. Ну, я как обычно вот сложила, сделала здесь насечку и здесь насечку. Вот. Теперь я их совмещу, сколю булавочками все по кругу и стачаю эти срезы. Так, вот что у меня получилось. Дело, я вам скажу, нелегкое вот так по кругу, да, прокладывать строчку. Я часто останавливалась. Ну, посмотрим, вот что получилось у меня. Так, ну, очень даже неплохо. То, что я и хотела, то, что мне и нужно. Ну, вот здесь немножко топорщит, но это ничего страшного. Я потом срезы там еще пройдусь по срезам, отпарю это все. Это будет все лежать очень аккуратненько. Теперь я буду пришивать сюда подкладку. Можно было бы, есть такой метод, вот таким образом ее, да, вместе стачать и обработать срез косой бейкой. Но я это делать не буду, потому что, ну, и так тут толсто, еще косой бейкой, тут по кругу, ну, в общем, тоже занятие не из легких. Я сделаю вот таким образом. Я вот эти вот так вот сложу, закреплю все булавочками, положу подкладку вот так лицом к лицу. И здесь я приметаю. Я приметывать не люблю, но придется. Приметаю по кругу. Но строчку я буду прокладывать вот отсюда и до сюда примерно. Вот отсюда и до сюда. Чтобы мне потом можно было все это вывернуть. Сейчас я это сделаю и покажу, как получилось. Закрываю открытый срез потайным швом. Очень мелким стежком. Вот так это выглядит снаружи. Вот. И вот так вот у меня получилось внутри. Без всяких косых беек. Я считаю, что для сумочки это достойная внутрянка, так сказать. Сейчас я сделаю то же самое. Все то же самое с передней стенкой сумочки. Так, вот что у меня получилось. Внутри получилось довольно все прилично, но мне не нравится то, что я в нее пробовала положить кошелек, телефон, и она вот так вот вытягивается. То есть она, ну, как мешок. То есть получается не сумка-таблетка, а ну вообще непонятно что. То есть, ну, я недовольна. То есть мне надо что-то думать, спасать ситуацию. Я поискала, у себя нашла вот такой вот плотный прозрачный пластик. Вот у меня еще есть. Он как раз оказался вот в таком положении скручен, да. Я думаю, что я сейчас здесь в одном месте распарю вот этот шов, вставлю сюда пластик и сюда, и посмотрю, что у меня получится, потому что, ну, в таком виде это, конечно, не сумка, это, ну, вообще непонятно что. Ну вот, совсем другое дело. Сумочка у меня приобрела такую форму таблетки, как я и хотела. Здесь я зашила потайным швом. В принципе, не видно. Попробовала, я уже туда положила около пары килограмм вес. То есть вот она совершенно. Вот и здесь я тоже проложила.
2 и здесь. То есть сейчас я сделаю ремешок. Ремешок я буду делать двухсторонний. Одна сторона у него будет бирюзовая, другая джинсовая. Ремешок я сделала, но прежде чем его сюда закреплять, я хочу показать одну вещь. Вот эта нижняя ткань бирюзовая, она у меня очень плотная. Для того, чтобы, когда я вот так вот буду здесь делать, да, подгиб, чтобы у меня не получилось еще больше, еще толще, я вот эту нижнюю, да, часть ремешка, я ее сделала покороче чуть-чуть. То есть у меня здесь вот так будет. Вот так я делаю, чтобы не было совсем толсто. Вот, сумочка у меня практически готова. Но ремешок у меня получился не длинный, поэтому я его сделала на карабинах. Ну, таким образом, его еще немножко удлинив. Сейчас я буду декорировать, чем я еще не знаю. У меня для этого есть такая коробочка, где у меня много всякого добра, которые мы с вами, девочки, любим. Сейчас я буду смотреть, буду думать, чем мне лучше прикладывать, пробовать. Ну и покажу, что у меня получится. Вот что у меня получилось. Я решила задекорировать ее бисером, бусинками. Не знаю, вот насколько хорошо видно. Мне не хотелось переусердствовать, поэтому я сделала совсем немножко, вот местами. Ну, видно, они поблескивают. Ну, я считаю, что получилось очень даже неплохо. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Будут не только сумки и не только джинсы. Всем хорошего настроения. До свидания.